Санкт-Петербург – город дворцов, каналов и блистательной истории. Но за этой красотой скрывается постоянная угроза – вода. Он построен на болотах. Невская дельта встречается с суровым Финским заливом. И каждый шторм здесь может превратиться в катастрофу. В недавние дни город снова оказался в центре водной угрозы. На улицах – поток, в подземных переходах – озера, а над городом нависла тень настоящей беды. Многие не осознавали, насколько все было близко к катастрофе. Уровень воды поднимался угрожающе быстро. Надежда оставалась лишь на главный защитный рубеж – дамбу. Ее закрыли, но буквально за минуты до критической отметки. Чуть-чуть, и история города могла бы повернуть на самый темный путь. Сама дамба – это инженерный шедевр. Строили ее десятилетиями, и теперь она защищает Петербург от губительных штормов, перегоняя воду обратно в залив. Но даже она не вечна. За последние годы отмечается учащение шторма и повышение уровня моря. И даже эта бетонная линия обороны однажды может не выдержать натиска. Горожане привыкли к тревожным сигналам, но тревога тревоги рознь. Когда слышишь гул сирены и читаешь новости о подъеме воды до предела, начинаешь чувствовать, что все это далеко не просто техника безопасности. Это может быть начало конца. Санкт-Петербург уже не раз стоял на грани затопления, и на этот раз все могло закончиться иначе. Однако это далеко не первый случай. Были времена, когда стихия полностью брала верх над этим городом. Некоторые волны в истории Петербурга были настолько высоки, что смывали не только дома, но и надежды целых поколений. Петербург под водой. На самом деле Петербург с самого своего рождения живет под угрозой. Первое катастрофическое наводнение случилось всего через несколько лет после основания города. В сентябре 1707 года ветер с Балтики погнал воду в Неву, и та залила улицы новой столицы. Тогда никто не был готов к такому повороту. Люди спасались на крышах, а имущество уносило течением прямо в залив. Самое страшное наводнение произошло в ноябре 1824. Ветер гнал воду с невероятной силой, и уровень воды поднялся более чем на 13 футов выше нормы. Вода заполнила весь центр города. Десятки тысяч домов оказались разрушены или затоплены. Люди тонули в собственных квартирах. Стихия не щадила никого. Гибель, хаос, страх. Петербург в тот день пережил настоящий ад. Улицы превращались в реки, сани неслись по воде, кареты переворачивались. Свидетели писали о мертвых лошадях, затонувших телегах, людях, цеплявшихся за фонарные столбы. И это все в столице империи. Наводнения повторялись снова и снова. В 20 веке таких событий было уже более 300. Город будто заколдован, будто кто-то проклял его в самом начале. Только в 21 веке у властей появилась возможность действительно сдерживать воду с помощью дамбы. Но все чаще кажется, что это лишь временное решение. История Петербурга – это борьба человека с водой, и пока никто не может сказать, кто победит в этом противостоянии. Но не только северная столица России знает, что такое стихия. На другом конце страны вода пришла внезапно и с таким размахом, что шока хватило на всю Сибирь. Сибирский потоп. Тулун – небольшой город в Иркутской области, который мало кто знал до июня 2019-го. Все изменилось за одну ночь. Река Ия вышла из берегов, и мир вокруг растворился в буром потоке. Местные жители не верили глазам. Вода поднималась со скоростью, которой никто не ожидал. Сильные ливни продолжались неделями. Почва не выдержала, реки наполнились до краев. Ия просто прорвала свои границы. Тысячи домов исчезли под водой. Люди спасались на крышах, в сараях, на деревьях. Кто-то просто не успел выбраться. Наутро в городе искали тела. Катастрофа унесла жизни десятков человек. Более 10 тысяч были эвакуированы. Инфраструктура города разрушена. Мосты снесены, дороги размыты, целые районы превратились в затопленные болота. Самое страшное – не столько сама вода, сколько ощущение, что помощи ждать неоткуда. Местные власти оказались не готовы. Население было предупреждено слишком поздно. Гуманитарная помощь поступала с перебоями. Люди говорили, что чувствовали себя забытыми. Ужас усиливался тем, что дождь не прекращался. Казалось, что небо решило окончательно уничтожить этот город. Тулун стал символом уязвимости российских регионов перед лицом природной стихии. И до сих пор многие боятся, что это может повториться, потому что в России уже случалось подобное, и последствия были куда страшнее. Иногда разрушение приходит не с неба, а прямо изнутри, и тогда трагедия превращается в страшную комбинацию природы и человеческой халатности. Когда все пошло не так,
Крымск – маленький городок в Краснодарском крае, известный своими фруктами и теплым климатом, но в июле 2012-го его имя навсегда стало синонимом боли. За одну ночь здесь погибло более сотни человек, и все из-за наводнения, которое предсказать можно было, но не захотели. Штормовой циклон принес ливни, которые быстро наполнили реки, но настоящая проблема оказалась в другом. Водохранилище, расположенное выше города, не выдержало напора. Воду начали сбрасывать без предупреждения, без эвакуации, без шанса на спасение. Около 3 часов утра огромная волна обрушилась на спящий город. Люди просыпались от шума, а через минуту вода уже мчалась по улицам. Машины уносились как игрушки, дома сносились с фундамента. Кто-то не успел выскочить даже из кровати. Самые страшные кадры – это тела в мусоре, застрявшие в решетках и деревьях. Следствие позже выяснило, сигнал тревоги можно было подать заранее. Власти могли предупредить население, но посчитали, что все под контролем. Этот контроль стоил жизней. Вода ушла быстро, но опустошение осталось. И в сердцах людей навсегда поселилась мысль: нам солгали. После Крымска вся страна заговорила о безопасности дамб и водохранилищ. Но можно ли верить системам, если они зависят от человеческого решения в самую критическую минуту? А что, если никакого предупреждения вообще не будет? Если катастрофа просто вырастет из глубины океана, и ты не успеешь даже крикнуть? Цунами в Индии. Декабрь 2004 года. Утро начиналось спокойно. Люди выходили на пляжи, дети играли в песке, рыбаки готовили лодки. Никто не подозревал, что за горизонтом уже выросла гигантская волна, которая сотрет все, что встретит на своем пути. Подводное землетрясение у берегов Суматры вызвало цепную реакцию. Огромный участок морского дна поднялся, сместив миллиарды тонн воды. Началось цунами. Волна пошла во все стороны. К Таиланду, Индонезии, Шри-Ланке, Индии. Спастись было почти невозможно. Когда волна достигла берегов Индии, она уже несла в себе разрушительную мощь. Люди заметили, как море внезапно отступило, обнажив морское дно. Многие подумали, что это просто редкое явление. Через несколько минут вся береговая линия превратилась в кипящий ад. В некоторых районах вода уходила вглубь суши на милю. Дома рушились, машины плавали, тела уносились течением. Погибло более 10 тысяч человек только в Индии. А общее число жертв по всему региону превысило 200 тысяч. Это было одно из самых смертоносных стихийных бедствий современности. Выжившие до сих пор вспоминают, как земля дрожала, а потом вода пришла с таким гулом, будто двигалась целая армия. Люди не понимали, что происходит. И даже сейчас, спустя годы, для многих океан стал символом страха. Но есть реки, которые могут быть опаснее океана. Их называют великими. Но когда они выходят из берегов, человечество оказывается перед лицом абсолютной угрозы. Утопленный Китай. Река Янцзы – мать и убийца. Самая длинная река Азии веками дарила жизнь миллионам. Но в одну трагическую эпоху она стала источником самой смертоносной катастрофы, вызванной наводнением в истории человечества. Лето 1931 года. Китай оказался в ловушке природы. Сначала обильные ливни, затем таяние снегов в горах и под конец 3 крупных урагана, обрушившихся на регион за одно лето. Янцзы переполнилась, и ее воды начали свое смертельное шествие. Затоплены оказались целые провинции. Города исчезали под мутной толщей воды. Мосты, дороги, деревни – все превращалось в болото. Погибли более 1 миллиона человек. Да, именно так, более 1 миллиона. Это больше, чем в любом другом наводнении в истории. Большинство умерли не сразу. Вода уничтожила посевы, вызвала голод и эпидемии. Люди пили из затопленных колодцев, ели тухлую еду и умирали в муках. Катастрофа была настолько велика, что даже современники не сразу поняли ее масштаб. Чиновники скрывали цифры, армия пыталась спасти города, но все было тщетно. Янцзы сметала все на своем пути, и конца этому не было видно. Этот случай до сих пор остается самой страшной трагедией, связанной с водой. И напоминанием о том, что природа может стереть с лица земли не только здания, целые нации. Но даже самая разрушительная река может поблекнуть на фоне, когда цивилизованное государство оказывается на коленях, не справившись с силой собственной природы. Гнев Миссисипи.
Соединенные Штаты Америки. Весна 1927 года. Все шло к худшему. Снег таял слишком быстро, дожди шли без остановки, и великая река Миссисипи начала набирать силу. Люди строили дамбы, укрепляли берега. Но река оказалась сильнее. Когда плотины начали рушиться, вода рванулась наружу с яростью. 320 городов в 10 штатах были затоплены. Районы Луизианы, Миссисипи, Арканзаса, Иллинойса превратились в гигантское озеро. Более 500 человек погибли, сотни тысяч остались без домов. Это было крупнейшее наводнение в истории США. Государство оказалось не готово. Эвакуации были хаотичными. Некоторые районы попросту бросили на произвол судьбы. Афроамериканские рабочие, которых принуждали укреплять дамбы, умирали от изнеможения и затопления. Страна вдруг увидела, как природа легко обнажает все социальные язвы. Это наводнение изменило подход к водному контролю. После трагедии начали строить дамбы и каналы по всей стране. Появилась система федерального контроля за реками. Но воспоминания о тех событиях до сих пор живо в американской памяти. А теперь представь, еще древнее государство, еще большая река и абсолютное отсутствие технологий. Что могла сделать цивилизация, когда буря начиналась? Египетская катастрофа. Нил – великая артерия Древнего Египта. От него зависела жизнь, культура и экономика. Каждый год он выходил из берегов, орошая землю и принося урожай. Но однажды вода не принесла плодородия, она принесла гибель. События, произошедшие около 1000 лет до нашей эры, вошли в хроники как одно из самых разрушительных наводнений в древнем мире. Нил поднялся выше обычного более чем на 20 футов. Огромные потоки затопили дельту, унеся поселения, склады с зерном и животноводческие фермы. Египет переживал тогда упадок, и катастрофа оказалась фатальной. Урожай погиб, начался голод, восстания, миграции. Люди бросали дома и уходили в пустыню. Историки утверждают, что именно эта череда бедствий подорвала власть фараонов и ускорила конец одного из величайших периодов в истории. На фоне регулярных разливов Нила это наводнение было исключением. Оно не просто вышло за пределы привычного, а оно сломало систему. А когда древнее государство теряет контроль над водой, рушится все, включая власть и веру. Но есть столицы, которым удавалось выживать снова и снова. До тех пор, пока однажды вода не пришла слишком быстро, слишком высоко и слишком безжалостно. Лондон на волоске. Декабрь 1953-го. Северное море поднялось из-за шторма и приливной волны. Великобритания не ожидала атаки с воды, но реальность оказалась суровой. На Лондон надвигалась катастрофа. Штормовая волна прорвала защиту восточного побережья Англии. Более 300 человек погибло за считанные часы. Тысячи остались без крова. Затоплены были районы, где вода не появлялась веками. Стихия оказалась безжалостной. Лондон оказался на грани. Центр города мог утонуть, если бы вода проникла в Темзу сильнее. К счастью, основные шлюзы удержались, но сигнал был однозначный. Защита Лондона крайне уязвима. Именно после этого шока британцы начали строить знаменитый барьер Темзы. Гигантскую инженерную структуру, которая до сих пор охраняет столицу. Тем не менее, климат меняется. И уже сейчас ученые признают, барьер устаревает. С каждым годом штормы становятся мощнее, а вода поднимается выше. Лондон снова может оказаться на грани. Впрочем, есть страны, где бороться с водой научились настолько эффективно, что это выглядит как фантастика. Но сколько стоит такая защита? Голландская защита. Нидерланды – страна, где почти половина территории лежит ниже уровня моря. И все же они не исчезают под водой, как это произошло бы с любой другой страной. Почему? Потому что Голландия построила защиту, сравнимую с космическими технологиями. После страшного наводнения 1953 года, в котором погибло более 2000 человек, страна сказала «никогда больше». За следующие десятилетия были построены дамбы, шлюзы, насосные станции и даже подвижные морские стены. Их называют дельтапроектом. Это одно из чудес инженерной мысли. Огромные ворота закрываются автоматически при приближении шторма. Каналы контролируются с помощью компьютеров. Даже дождевые стоки регулируются специальными шлюзами. Голландцы не просто защищаются, они воюют с океаном каждый день. И пока побеждают. Но цена такой безопасности огромна. Постоянный мониторинг, миллиарды долларов на содержание, бесконечные модификации. И все ради того, чтобы однажды не проснуться в воде. Потому что даже самые продвинутые технологии не вечны. Проблема в том, что не все страны могут позволить себе такие меры. А значит, большие города, где живут миллионы, уже сейчас стоят на краю. Мегаполисы в опасности. Сотни миллионов людей по всему миру живут в городах, которые находятся на побережье.
Они строят небоскребы, торговые центры, метро, не задумываясь о том, что все это буквально на границе с морем. Но океан поднимается, и вместе с ним поднимается угроза. Нью-Йорк, Майами, Джакарта, Манила, Шанхай, Лагос – это только верхушка списка. Эти города уже сегодня испытывают на себе последствия наводнений. Где-то вода приходит вместе с ливнями, где-то с приливами, но она приходит все чаще. Один мощный шторм, и улицы превращаются в каналы. Джакарта, столица Индонезии, уходит под воду так быстро, что правительство уже строит новую столицу в другом месте. Город тонет из-за подъема уровня моря и из-за того, что жители выкачивают подземные воды, ослабляя грунт. В результате почва опускается, а океан наступает. Нью-Йорк после урагана Сэнди понял, насколько он уязвим. Подземка была затоплена, улицы как реки, а жители в панике. Сейчас город вкладывает миллиарды в береговые укрепления, но будет ли этого достаточно? Майами уже при каждом приливе чувствует соленую воду в ливневках, а в Шанхае и Маниле наводнения стали делом привычным. Проблема в том, что эти города не деревни, это огромные финансовые, культурные и политические центры. Их потеря – это не просто беда, это мировой коллапс. А если дело не только в городах, а в конкретной точке, от которой зависит жизнь миллионов, и если эта точка – огромная стена, удерживающая целое море. Дамба страха. Гуверовская дамба – один из символов инженерного гения Соединенных Штатов. Огромная бетонная стена, удерживающая воды реки Колорадо и создающая озеро Мид – крупнейшее водохранилище в стране. Но за всей этой мощью скрывается страшная возможность. Что, если она рухнет? Сценарий маловероятен, но вполне возможен. Сильное землетрясение, теракт, инженерная ошибка, и дамба может дать трещину. В течение нескольких часов миллиарды галлонов воды хлынут вниз по ущелью, уничтожая все на своем пути. Первым пострадает Лас-Вегас, город, питающийся от этого источника. Далее вода пойдет вниз по течению к Хоуви, Калифорнии, и даже затронет Мексику. Инфраструктура, построенная в пустыне, не готова к потопу. Электростанции, дороги, мосты, жилые кварталы – все будет смыто. И главное, озеро Мид обеспечивает водой миллионы жителей, сельское хозяйство, промышленность. Один обвал, и на карту поставлено выживание целого региона. Ученые моделировали такой сценарий. Он не только реален, он апокалиптичен. И хотя дамба ежедневно инспектируется, давление времени и климата растет. Из-за засухи бетон начинает давать микротрещины, а за микротрещинами могут прийти катастрофические последствия. Но есть угроза еще более пугающая, потому что она не точечная, она повсюду, она уже началась, и она безостановочна. Точка невозврата. Климат Земли меняется быстрее, чем ожидали даже самые пессимистичные ученые. С каждым годом температура повышается, льды тают, а уровень океана неуклонно ползет вверх. Мы уже пересекли несколько климатических точек невозврата, и одна из них – усиление экстремальных наводнений. Вода сегодня приходит туда, где ее не ждали. Дожди становятся ливневыми, штормы более мощными, а циклоны – частыми. Города не справляются, канализация не успевает, плотины переполняются. Это не будущее, это уже настоящее. Сейчас на планете происходит более 20 крупных наводнений в год. Несколько десятилетий назад таких было всего 5, и число растет. Ученые говорят, что потепление даже на 2 градуса по Фаренгейту увеличит частоту разрушительных наводнений в 5 раз. Проблема не только в уровне океана, но и в том, как изменяется атмосфера. Она удерживает больше влаги, а значит, больше воды выливается за короткое время. Это и есть причина, по которой даже неприбрежные города начинают тонуть. А теперь подумай, если вода уже забирает сушу сейчас, что будет через 20, 30 или 50 лет? Ответ на этот вопрос уже можно увидеть на карте. Есть места, которые еще недавно были сушей, а теперь их нет вовсе. Острова-призраки. Кирибати, Тувалу, Маршалловы острова. Еще недавно это были государства. Сегодня тени на карте. Морской уровень поднимается, и эти крохотные участки суши исчезают. Буквально. Песок уходит под воду, деревья тонут, дома рушатся. Некоторые жители уже покинули свои родины навсегда. Их называют климатическими беженцами. У них нет больше земли. Их нации постепенно исчезают. Не в метафорическом смысле, физически. Один остров, Хундаси, полностью ушел под воду в 2016-м. Его больше нет. Такие истории повторяются все чаще. Атоллы, лагуны, песчаные косы, они первыми попадают под удар. Но на очереди более крупные территории. Флорида, Бангладеш, Вьетнам. Потери будут масштабными. Мир пока не готов к переселению миллионов людей. Нет юридического статуса у тех, чьи страны исчезли. Нет жилья, нет инфраструктуры. Они просто выпадают из системы. И пока политики спорят, вода продолжает наступать. Но самое страшное даже не в этом, а в том, что человечество продолжает игнорировать сигналы, считая, что все еще
еще под контролем, а оно давно уже нет. Вода идет. Все эти истории не про разные катастрофы. Это одна цепочка, единый процесс, в котором прошлое, настоящее и будущее сплетаются в картину глобального наступления воды. И эта картина становится все более тревожной. Наводнения больше не случайность, они становятся частью климата. Угроза, которая раньше приходила раз в поколение, теперь может случаться каждый год. И ее масштаб выходит за привычные рамки. Потому что дело не только в природной стихии, дело в нашей неподготовленности, в нашей слепоте, в нашей самоуверенности. Мы строим дамбы, создаем барьеры, придумываем защитные системы, но пока мы лишь сдерживаем поток, а вода продолжает наступать медленно, уверенно, неумолимо. Заканчивая этот рассказ, невозможно не задаться вопросом, где будет твой город, твой дом, твоя улица, когда уровень воды поднимется еще на фут или 2. А что, если это случится не через 100 лет, а через 20? Потому что вода уже идет.